Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня нам не до шуток. Разбираем образцы мебельной ткани. Они очень красивые, бархатистые, но размер небольшой. Некоторые кусочки легко и просто отделяются от основы, но на них с другой стороны есть приклеенные этикетки, которые не убрать. А есть кусочки, которые держатся крепко-накрепко, их только резать. Потихоньку перебираем эти кусочки, пересматриваем и сортируем. Где есть возможность, выкраиваем полоски длиной 13 сантиметров. Более мелкие будем использовать в другом месте, более крупные пустим на другое изделие. И что же интересное можно придумать с этими полосками? Для начала сошьем их вместе. Соединять будем по длинным сторонам. Цвет полосок специально не подбираем, но сошьем парами. Светлое, темное. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Закрепки делаем обязательно. Ткань у нас плотная, мебельная. Когда отшили гирлянду, детали разворачиваем, припуски на швы расправляем на две стороны и отстрачиваем. Конечно, здесь очень много мелкой работы. Это занятие для терпеливых и трудолюбивых. Следующий шаг. Соединяем уже готовые пары. Знаю, что многие восклицают: как только терпения хватает. А опытные рукодельницы знают, что когда выполняешь мелкую, монотонную работу, наоборот, успокаиваешься. Рукоделие сродни медитации. При шитье, вышивании, вязании голова очищается от посторонних мыслей, человек расслабляется, и в голову приходят свежие идеи. Очень многим людям рукоделие помогло в трудные периоды жизни. В любой непонятной ситуации шей. За это время или ситуация изменится, или твое отношение к ней. Посмотрите, получились у нас замечательные длинные полоски. Не будем откладывать долги в ящик. Сразу же найдем им применение. Немного раньше на канале мы шили замечательный коврик. Комбинировали крейзи-блоки из яркой хлопковой ткани с кусочками плотной мебельной ткани. Размер этого коврика получился 85 на 90 сантиметров. Он уже готовый, толстенький и простеганный. И вот этими полосками как раз и будем увеличивать его размер. Соединим две широкие полоски вместе через бейку. Это полоска ткани шириной 3 сантиметра. Сначала пришьем бейку к одной длинной стороне цветной лоскутной полоски. Потом эту бейку отогнем и к ней присоединим вторую лоскутную деталь. Полученную заготовку надо укрепить, соединить с утеплителем и тканью для обратной стороны. Чтобы утеплитель не сбивался, его сначала иголкой с ниткой присоединим к основе.
Потом сошьем эти детали вместе по длинной стороне. Затем заготовку развернем, расправим все швы, выровняем детали и сделаем стежку. Сначала отстрочим край, потом пройдемся еще по всему полотну. Здесь можно или просто прошить прямыми линиями, или выполнить какие-нибудь интересные узоры. Когда готова эта широкая полоса, встает вопрос, как соединить две готовые простеганные толстенькие детали. Самый простой и оптимальный способ через две бейки. Готовим две полоски ткани. Темно-синяя для обратной стороны шириной 3 см и для верхней части 5 см голубого цвета. Обе бейки прикладываем к краю большой детали. Широкую складываем вдоль пополам и пришиваем к лицевой стороне, а узкую к обратной стороне. В принципе, ничего сложного в этом нет. На следующем шаге мы расправляем узкую бейку и к ней присоединяем вторую простеганную деталь. Также прошиваем на швейной машинке. И остается самое простое. Детали разворачиваем, расправляем. Двойной бейкой с лицевой стороны закрываем стыки швов и прошиваем это соединение на швейной машинке. И все получается прекрасно, чисто и аккуратно, что с лицевой, что с обратной стороны. Припуски на швы лежат ровно, ничего не топорщится. Таким способом добавляем размер со всех сторон. И готов прекрасный детский развивающий коврик. Размер получился 137 на 116 сантиметров. Он тяжеленький, плотный и очень комфортный. Маленькому ребенку будет интересно на нем играть. Все фрагменты с разной фактурой, некоторые гладкие, другие бархатистые. Цвет всех тканей разный. Можно будет учить цвета, искать, допустим, все красные лоскутки или все лоскутки в горошек. Ой, да кому я объясняю? Думаю, что вы все опытные мамы и бабушки. А больше всего радует, что в это прекрасное изделие использованы самые мелкие кусочки ткани. Не пропал ни один лоскутик. Каждому нашлось место. Пазл сложился. Ура! Кто же знал? Ведь все эти кусочки ткани создавались в разное время в разных местах. А суждено им было объединиться вместе именно в этом игровом коврике и дальше радовать малышей. Как говорят французы, «c'est la vie». Ну что, мои хорошие, ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. А там мы придумаем еще какой-нибудь шикарный проект. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!